30 лет я уже в медицине. Даже когда работала ветврачом, все равно поддерживала связь с медициной. Ухаживала за людьми и повышала знания. За эти 30 лет все области в медицине продвинулись. Недавно я повышала квалификацию и проходила практику в отделении для людей с деменцией. Я была в восхищении, как значительно эволюционировал подход к общению с такими людьми, как глубже стали понимать потребности и чувства людей с деменцией. И это все то, что вдохновило меня на то, чтобы поделиться с вами. И я начинаю цикл видео о деменции, которые позволят нам понимать лучше человека, который страдает этим синдромом. Также не принимать на свой счет и правильно интерпретировать поведение пожилого человека. Это видео конкретно я буду рассказывать, что такое деменция, и самые распространенные типы деменции опишу. Меня зовут Олеся, я живу в Новой Зеландии. И я рада вас приветствовать на своем канале. Пожалуйста, если нравится видео, ставьте лайк, подписывайтесь, я буду вам признательна. Итак, деменция – это не одно заболевание, это обобщающий термин. Вот сегодня мы поговорим о 5 типах деменции, вот видите здесь, но их вообще гораздо больше. Все, что оказывает негативное влияние на память, мышление, поведение, эмоции, это все можно назвать. У каждого человека деменция происходит индивидуально, но это в любом случае прогрессивное, медленное, такое необратимое изменения, которые, к сожалению, влияют очень сильно на человека, страдающего, ну и также, конечно, на людей, кто в окружении. Представьте, что наш мозг – это библиотека. Каждая книга – это наши воспоминания, знания, характер. Деменция постепенно забирает эти книги, и человек теряет воспоминания, приобретенные знания, и остается потерянным и отрезанным от его привычного мира. Деменция поражает каждого человека по-своему. Это зависит от того, какая первопричина и какая часть мозга затронута. Потому что каждый наш отдел мозга, он ответственен за определенные навыки. О, у меня, кстати, есть кое-что. Вот, видите? Понимая, какой тип деменции, нам позволяет понимать и ожидать, какие симптомы могут развиваться. К сожалению, деменция может быть немножко, скажем, такая смешанная, и порой не сказать, что это только один тип. Бывает так, что они переплетаются между собой, и, собственно, оказывается, что это не один тип деменции. Посмотрим первый тип деменции, самый распространенный. Где он тут у нас? Вот он. Болезнь Альцгеймера. Наверное, самая распространенная форма деменции, болезни Альцгеймера, по данным ВОЗ, 60-70% людей страдает, ну, из всех деменций, это как раз болезнь Альцгеймера. Возникает по причине скопления амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков в тканях мозга, которые, к сожалению, в конечном счете приводят к гибели ткани мозга. Симптомы, кроме потери памяти, для болезни Альцгеймера включают проблемы с выполнением заданий, которые раньше не вызывали затруднений, сложности с решением проблем, изменения в настроении и характере, отдаление от родных и друзей, проблемы с устным и письменным общением, проблемы с узнаванием мест, людей, восстановлением последовательности событий, изменения в зрительном восприятии. Так, следующая наша деменция – это сосудистая. Это мой зонтик. Сосудистая деменция чаще всего возникает в результате перенесенных инсультов. В результате перенесенных инсультов нарушается кровообращение головного мозга, и такая же происходит ситуация, как бы гибель тканей мозга. И симптомы очень схожие с болезнью Альцгеймера при сосудистой. Деменция с тельцами Леви. Этот тип деменции протекает с такими симптомами, схожие с болезнью Паркинсона, а также с нарушением, конечно, когнитивных функций и галлюцинациями, зрительными галлюцинациями. Человек вот при деменции с тельцами Леви, он может бодрствовать, быть в сознании, и потом уходить, то есть у него такая периодичность, и потом уходить в ступор, не отвечать на вопросы, быть вообще как овощ. И потом снова в раз и проснулся.
Лобно-височная. Лобно-височная — это тоже не одно заболевание, а несколько. Но, в общем, поражается, как понятно с названия, это лобная доля и височная доля. Поскольку каждая у нас область мозга, она за что-то отвечает, в зависимости от того, вот какая доля поражена, а может они обе поражены, такие симптомы у человека и будут. Кстати, Брюс Уиллис страдает как раз лобно-височной деменцией. Мне кажется, очень трогательно, когда Деми Мур переехала, первая его супруга переехала с ними жить под одну крышу, когда вот узнали, что у него деменция. Мне это показалось очень трогательным. Ну, начнем с того, что какая зона повреждена, височная, да, или лобная. Височная доля у нас отвечает за речь, за кратковременную и долговременную память и интерпретацию информации. Лобная доля, как мы уже говорили, да, это принятие решений, сосредоточенность, контроль, поведение. Все у нас в этой лобной доле. Поэтому в зависимости от того, какая доля поражена, такие симптомы у нас и будут. А может, они поражены обе. Но при височной доле что происходит? Человеку сложно вначале сформулировать мысли, как мне примерно. И со временем вот ухудшается речь. Поражение лобной доли, симптомы чаще всего возникают такие, как нарушение поведения. Да, вначале это может быть просто апатия, неинтерес какой-то вообще к повседневной жизни, может быть, даже перестают за собой следить, а могут достаточно делать нетактичные какие-то грубые замечания. Вроде бы, как казалось, была тактичная мама, а вдруг раз и что-то сказала такое очень даже нетактичное и обидное. Бывает, некоторые ведут себя неприлично очень. Это все. Алкогольная деменция – это в связи с тем, что длительный прием и чрезмерное алкоголя точно так же влияет на мозг и способствует повреждению нервных клеток, даже к смерти нервных клеток. Поэтому не злоупотребляйте алкоголем. Это видео подошло к моему концу. Спасибо большое, что посмотрели. Следующее видео я сделаю, посвященное тому, как снизить риск возникновения вообще деменции. Также еще будет серия про то, как общаться с людьми, у которых деменция, как правильно задавать вопросы, чтобы их не вводить в состояние такой тревожности. И вообще, в общем, будет много интересного по этой теме. Поэтому до новых встреч!